Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! У нас заканчивается первая неделя континентальных боссов. В этом ролике рассмотрим команду Яда. Также пройдемся по заменам, покажу урон без пробуждений, вообще нулем у всех. Посмотрим замены на артефакты, которые есть в игре. Это касается и Латеры, и Ловкача, и в принципе остальных героев. Ну и также приведу примеры с уроном уже, допустим, без Сакридея. Все зависит от того, куда мы вообще идем на этой неделе. Допустим, у меня Сакридея свободная, поэтому я ее беру в эту команду. Тоже легко заменяется, в принципе. Ну что ж, погнали к обзорчику команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. У нас тут еще особо никто ничего не отбивал. Вот у меня главный конкурент, так сказать, почти 1 100 000 000 набил. Вот он Сакридей не использовал Твича. Ловкач тоже с артефактом, Змейка, Латер с артом. Сейчас я покажу примеры своих команд и урон приведу тоже. Моя основная команда с Сакридея будет выглядеть вот так. Остановка обязательно вот такая. И, кстати, много нюансов. Это касаемо максимального здоровья. У нас должна быть рейта именно с минимальным количеством хп. Также по поводу того, что на меня сейчас 4-я. Вот пример урона без пробуждений абсолютно. Даже Сакридея у меня здесь без пробуждений. Хотя это на урон не особо влияет, но тем не менее. Я абсолютно со всех героев снял пробуждение. Вот такой вот урон получился. Рейта тоже без пробуждений. И команда живет до конца. Как видите, никто не умер, все нормально, все стоят, все у всех хорошо. Также рейта заменяется в принципе на Огака. Тоже пример команды, это подписчик скидывал. Все у него тоже живут все до конца. Единственный нюанс, что Огак здесь будет у нас с посохом обязательно. То есть, если без посоха, то команда жить не будет. Тайминги мы вообще ему никакие не ставим. Просто собираем просвещенность и защиту. Все, чтобы КП у нас не было, чтобы у него было именно минимум. Все остальное собираем именно в защиту и просвещенность. Все. Ну и ускорение по возможности. По таймингам. Тайминги я здесь использую вот такие. Змея у нас в любом случае ультует первая. Далее уже за ней Сакридея, либо это будет, допустим, Twitch, в зависимости от состава. По приоритетам, если что, у нас идет Twitch, это что касается замен, а потом уже и Дуранго. Следом я запускаю Ловкача и потом Латера. Также по поводу Латера, у кого там есть, тайминги можно использовать разные. Первый вариант — это мы должны ставить до 12 секунд, чтобы он сделал дополнительный цикл, но тогда он бьет по меньшему количеству стаков. То есть нужно будет подобрать, как у вас будет лучше. Я вчера пробовал, у меня в принципе одинаково выходит. Допустим, если 11,7, либо допустим я поставлю 16. То есть я делаю на цикл меньше латером, но я бью по большему количеству стаков яда. Поэтому это все выравнивается, и нужно будет у вас смотреть, как у вас там бой идет, и соответственно подбирать уже нужный тайминг для вас. То есть два варианта мы здесь имеем. Не поленитесь, просто потратьте автобои и проверьте, как у вас будет лучше. Рейту мы не ставим, никаких стартов. Ускорение по максимуму выжимаем, и также на будет сете залива. Ограничение ставим 15 на всякий случай. То остальные в принципе вот так вот у нас ходят. Если у вас есть какой-то вариант в рунах разогнать ускорение, допустим на 17 секунд, я видел на Китае пачки там бьют с циклом 18 секунд. Но это было уже на последней неделе. Сейчас у нас пока рун не настолько много, но тем не менее есть такой вариант бить именно с меньшим циклом. Также по расстановкам нам обязательно нужно при данной расстановке, чтобы здесь был персонаж, который побежит вперед. Все, тогда у нас будут здесь уже выстраиваться миньоны. Допустим, давайте еще покажу, как это происходит. Вот у нас Ладелия, точнее это не Ладелия, это уже Синтрелия скопировала.
и своих миньонов призвала сюда. Соответственно, Лотер у нас бьет по всем, и навыки по площади, которые бьют не по всей карте, плюс взрывы у Серпентемис, они бьют по максимальному количеству врагов. Поэтому расстановка очень важна. Есть еще второй вариант расстановки в зависимости от того, каких героев вы используете. Вот, допустим, пример с Китая. Если у вас нет героев, которые будут милишниками и побегут вперед, и у нас все герои рейндж, тогда ставим всех вот так. Обратите внимание также на питомца, это все тоже важно, так же как и в моей расстановке, то что он стоит здесь сзади, это тоже очень важно. Здесь у нас Сакридея с минималкой хпшек. Если у вас будет рейта, допустим, с минимум хп, то ставим ее, соответственно, сюда. То есть на вот этой клетке стоит персонаж, у которого минимальное количество хп. То есть суть такая, это в случае, если у вас все именно дальники. Если вы решили и Сакридею забрать из разъедания, и у вас, допустим, нет Лотера. То есть Дуранга мы не используем, соответственно, у нас все остаются именно рейндж героев. Расстановку делаем вот такую. Далее по экипировке. Рейд у меня с ракушкой получается. Тут атака. Ну, точность, атака, ничего. Я тут защиту не делал, и в принципе она у меня нормально стоит. Если какие-то проблемы с выживаемостью, просто добавляем защиты. Все. ХП не поднимаем. Ну и ускорение нужно именно для ракушки. Чем больше, тем лучше, соответственно. Лавкач у меня в точность, хотя она ему не нужна. Но тут момент, что мы должны раздавать точность, и на эту роль я все-таки взял Лавкача. Почему именно его? Потому что у нас здесь, допустим, Сакридея, за счет пробуждения у нее большое количество атаки, и, соответственно, выгоднее именно ее сделать тем персонажем, который будет раздавать атаку. Здесь у меня все на баф урона, атака, тут тоже все на атаку, ну и точности немножко. Таланты такие, тут это все, в принципе, не важно, главное взять на атаку и на штраф к сопротивлению. Все, больше тут от него вообще ничего не требуется. Донатный артефакт, Лотер. Тут все в урон. Шмотка на пробью, потому что вариантов в принципе у него нету. В данном сезоне он может использовать только этот сет и вот этот. В отличие от Серпентемис, так как она рейндж герой, она может использовать вот эту шмотку. Ну и соответственно на атаку. На пробив тут не особо заходит, честно говоря, поэтому выживаем как-то вот так. По сетам берем просто что у вас лучше, потому что первая неделя я сомневаюсь, что у кого-то прям топовый шмот какой-то, поэтому делаем вот так. Сюда также замечательно подойдет шмотка на дебафы, но у меня нет такого объема вещей, поэтому поставил вот так. Допустим, у Лотера на дебафы получается и на разлом. Так, ну и по поводу наших ядовиков, которые вешают дебафы, допустим, Лавкач. Обязательно вот этот талант и вот этот. Ну и уникальный, само собой. Если нет артефакта у Лавкача, что можем сделать? Вчера тоже на стриме тестил. Я ставил, в принципе, рога, ставил донатный и ставил сферу. Там примерно один и тот же результат, но если нету именно его эксклюзивного артефакта, у нас потеря в уроне была 200 миллионов. Я сравнивал, поэтому имейте в виду. Замена есть все равно, но тем не менее по урону будет как-то так. Где-то на 200 миллионов от моего результата просядете. Обязательно вот эту шмотку ставим, прям без вариантов. Да, это, кстати, еще одна причина, почему именно Лавкач у меня на раздачу точности. Потому что нам нужен герой, который стоит между двумя дэмэдж-дилерами, который будет бафать и атаку им, и, соответственно, бафать урон вокруг себя. Но нам обязательно нужно еще и поставить вот эту вещь. То есть, если бы там где-то в углу стояла бы Сакридея, ей эта шмотка не зайдет. Она не наносит доп. Урон, соответственно, мы бы только потеряли. Поэтому выбор я сделал именно такой. Также, если используем, допустим, Твича, у меня тоже есть команда с Твичом, ее все равно мне придется использовать на следующей неделе. Тут по аналогии также с Сакридеей я просто сделал его точность. Вот сейчас можете посмотреть сет какой на нем. То есть Лавкач также стоит в том же месте. На месте Сакридеи стоит Твич. Кстати, у него базовая атака на 200 больше. И когда у нас идет процентаж, то итоговый показатель атаки у него вообще просто космический. Вот 8400 я смог выжать из него. Вот поэтому, опять-таки, мы ставим точность на Лавкача, которому она вообще не нужна. Просто чтобы он ее раздавал. И Twitch за счет своей высокой базовой атаки, она у него 1700, вот он будет у нас заниматься именно раздачей. Вот можете даже сравнить, допустим, в том же снаряжении, вот 8400 почти. И сейчас мы вернемся к команде, там где у меня Сакридея, вот абсолютно те же шмотки, и тут у нас уже 7600. Из-за того, что базовая атака у нее на 200 меньше. Соответственно, весь этот процентаж увеличивает у нас базовую атаку. И от него уже прирост, соответственно, меньше. То есть потеря большая. Так, вернемся же к
команде, где у нас был Twitch. Тут я тайминги уже использую вот такие. Тут у нас нету всяких там разбросов по поводу, допустим, латера на 16 секунде, потому что у нас добавляется вместо сакридеи также ядовик, который вешает свои дебафы яда. И в принципе для латера там стаков хватает уже прям вот с самого начала. Поэтому тайминги будут у нас вот такие. Соответственно, если нету латера, если у вас здесь стоит Twitch, то есть ну чистые ядовики, ставим Дуранго. Можно его вообще в кукольника одеть, как вариант. Ну, допустим, да, ставим кукольника, рейту вообще на какой-нибудь там ускор. Тут будут вещи со стансета, к примеру. Можно вообще в щиты какие-нибудь. Да, я видел варианты, где ставят посох на рейту. И также сеты на щиты вообще. Потому что у нас Дуранго может забрать на себя ракушку. Либо как вариант вообще даже не ракушку поставить, а именно разлом, останки ведьмы. Разогнать его ну, нормально по шансу крита, чтобы у него пассивка срабатывала и он заливался. Не забываем, что Дуранго у нас это необычный ядовик, он именно от критов получает заливку к ульте. Поэтому, ну и также еще яды накладывают. Поэтому можно его подразогнать там через ускор как-нибудь. И, допустим, рейта будет с посохом, Дуранго будет в разлом. И Дуранго, допустим, сделать цикл не такой, как у всех, а тоже где-то на 15, вот, чтобы он с рейтой там друг друга они там заливали, короче. Он штрафы вешал, она там продляла. Ну, что-нибудь такое можно сделать. И, в принципе, по урону будет тоже неплохо. Главный момент, просто не забываем, что Дуранго у нас собирается именно в шанс крита. Крит урон не обязательно, просто сам факт критов. Все. То есть, как вариант, кукольник и останки ведьмы. Можно попробовать с ракушкой. То есть, нужно будет посмотреть, как у вас будут стаки висеть. И уже от этого исходить. И как еще один вариант, допустим, если у нас здесь будет Дуранго стоять, я бы вот так вот поменял, чтобы здесь, допустим, Twitch стоит бафа из Серпентемис, здесь стоит Дуранго. И также дать ему перчатку на раздачу атаки. То есть с двух сторон у нас Серпентемис будет получать атаку. Также перейдем к заменам. Допустим, у вас есть латер, да? Но у вас нет артефакта. Немножко потестировал, допустим, латер со шприцом у нас без пробуждения тоже. Вот такой вот урон я смог нанести. Вот это уже урон с латером, на котором стоят именно рога оленя. То есть мы повышаем уже урон всей команде. И это уже больше профит нам принесло. То есть если шприц действует только на одного латера, то рога оленя уже повышают урон и латера, и всех остальных, и в частности, конечно же, Серпентемис. Поэтому, скорее всего, лучше всего будет, как вот тесты мы показали, поставить именно рога оленя. И еще один нюансик, допустим, по саппортам. Про Огака я уже сказал, что даем ему посох, никаких кулдаунов. Если у вас есть бибип, тоже хорошо заходит, но у некоторых с ним не живут. Почему не живут? Нужно собирать именно в защиту, ну, без хп, чтобы у него была минималка. И большой акцент именно все-таки на защиту, чтобы он жил хорошо, и просвет, от которого будет происходить хил, в принципе 200 просвещенности мы получим под вот этим болотом, так сказать, вот ядовитый прилив. То есть вот эту пассивку тоже бибип настакает, у него будет 200 дополнительного просвещенности. Соответственно, хил будет сильнее, и уже как-то именно в шмотках сильно акцентироваться на просвещенности у него не нужно будет. У меня его, к сожалению, нету, поэтому сам ударить я с ним не могу. Приходится бить как-то так. Так, ну что, вроде все разобрали по поводу замен. Если кто-то что-то не понял, то, в принципе, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Также я выкладывал видео на обзор всех команд. Там есть, ну, прям вообще бюджетная команда китайского сервера. Выглядит она вот так. Я уже, кстати, видел другие команды, вообще там ставили Огака, и урон вообще не такой, урон намного больше. Я уже видел, ребята бьют и под 900, и 900 плюс, то есть вообще без всяких там супер саппортов, а через Калаверу. Но тут они используют не Натаниэля, а Огака, то есть просто ставим Огака сюда и все. Расстановка будет вот такой, но сюда ставим, соответственно, Огока. Это, так сказать, супер бюджетный вариант. На этом, в принципе, все. Еще раз говорю, кому что непонятно, пишите в комментариях, либо вступайте в телеграм-канал, там есть отдельная ветка под это, пишите свои вопросы, не стесняйтесь. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.